Так, мальчики, девочки, снова вас приветствую на своем канале Амадея Таро, с вами Вероника. Короче, начала писать видео, благо перепроверила, запись оборвалась, каким вообще, волшебством это случилось, я не знаю. Короче, чудеса чудесные, день такой интересный у нас, портал, как бы, сами понимаете. Короче, что здесь идет за информация? Давайте я сейчас пробегусь, да. Многим из вас, это по предварительному, я смотрю, вы пока определяетесь с вариантами. Ваш род посылает вам человека, который очень любит справедливость. Для девочек это ваша вторая половина, для мальчиков друг. Возможно, и для мальчиков это показывают женщину, но просто вот так показали, она в мужских вибрациях идет. Но здесь человек, который умеет дарить и свои чувства, и ценить ваши. И еще, знаете, далеко не дебил, не дурак, такой, знаете, интересная личность. И здесь идет еще какое-то вам предложение от него, то есть, больше информация, как встретить вторую половину, но не из области, знаете, как бац-трац и на матрац, да. Нет, здесь уже люди будут основательно и по-умному подходить к построению отношений. То есть свои нюансы у каждого уже за плечами есть, и пороть горячку здесь люди не намерены. Так, по Таро веретника, глядите. Там карты, немножечко видео, вот, которое сохранилось, буквально там несколько секунд, да, оно в начале видео было. Там идет такой момент, что, падение ваших недоброжелателей. Давайте так, основная линия, это ваши недоброжелатели терпят крушение, скажем так. По оккультному Таро здесь идет информация, что многие из вас будут поднимать себя именно в знаниях, обучаться чему-то новому. Практики выходят на новый уровень, другие люди начинают сотрудничать с природными элементами, то есть травничество, занятие теми же свечами, теми же камнями, то есть, понимаете, больше познавать этот мир, природу, вообще там копать в историю этого мира и тому подобное. По оракулу теней предупреждение, что какой-то человек здесь больше, знаете, как эгоист какой-то идет, захочет на вас произвести влияние. То есть будьте бдительны, кто вас, когда и куда будет приглашать посидеть, особенно выпить. Но здесь и аккорд может проигрываться. Тем более, если это люди из вашего прошлого, может там под предлогом каких-то разговоров, предложений и тому подобное, вот таким образом захотят на вас воздействие произвести. С помощью рун истину сможете открыть себе. Это если вкратце то, о чем я говорила. Итак, первый вариант голубой, второй белый, третий зеленый. Определяйтесь, пожалуйста, со своим вариантом. Итак, заболталась и не озвучила вообще, о чем расклад, но, думаю, название там будет все просто и понятно. Портал 1212. Какие чудеса он вам несет? Вообще, это время чудес на самом деле, с 12 по 22 число, ребята. То есть, основной девиз этого времени — не просрать. Все. Вы меня, надеюсь, услышали и поняли. Так, первый вариант. Надежды, мечты. И вот этот король стрел у нас, ты посмотри. Чего-то нужно будет подождать. Чего-то вам нужно будет подождать. Возможно, вы от какого-то короля ожидаете действий. Возможно, это все что угодно может быть. Это человек при погонах. Это человек, работающий с тем же менталом. Короче, по менталу тоже работает, видать.
Так как было предупреждение по этой колоде, ну, знаете, как в начале вот расклада, о чем я говорила вам, он и выпадал же. Здесь больше мне идет, как вы ожидаете от этого человека чего-то, но он не оправдает ваших надежд. То есть вообще здесь... Может, с работой это связано, понимаете? Или какое-то вот судебные еще процессы мне почему-то идут в голову. И здесь прям как сотрудничество, да, может, вы вообще с ним чего-то хотите вместе там, может, это ваш адвокат, давайте вот так вот, да. И что-то вы тут, ну, затеяли, и планы у вас на это есть, но... Там по справедливости все будет, но где-то в чем-то вы разочаруетесь, что-то пойдет не совсем так, как вы планируете, понимаете? Иногда то, что мы хотим, не совсем то, что для нас на самом деле надо. Вот так вот здесь. Идет этот, значит, давайте поэтому сейчас посмотрим. Оракулу хотела сказать. Ну да ладно, пусть будет оракул сегодня. Выпали, значит, выпали. Смотрим все. Смотрите, здесь еще момент с безденежьем может быть. Здесь идет то, что у этого короля договора с темными подселенцы есть. То есть, как бы, либо на вас он вообще напускает это все, может, это и бывший быть запросто. Ну, если вкратце, здесь у вас какой-то человек, может, это, ну, это мне не идет, он... Здесь как ваш наставник, либо вы для себя информацию найдете от человека, которому доверяете, понимаете, это может быть, вообще даже этот расклад отменяете. Путь. Ваш путь благополучия. Вот какие чудеса. Но я сегодня делаю расклад, понимаете, я копать не буду. К сожалению, мне время не позволяет. Копать не буду, поэтому, знаете, здесь как быстро-быстро поток идет и контекстами. Ситуация, в которой вы что-то, либо кого-то потеряете, да, эта ситуация магически пришла, через магию пришла в вашу жизнь, но она вас выведет на ваш истинный путь. Музычка такая прям ядреная пошла. Смотрите, через вот этого короля, о котором я говорила, вот с ним договор, слушайте, вот, ну, хоть убейте, как адвокат идет, понимаете, помогающий вам в судебном процессе. Либо же это ваш друг, я не знаю, может, это вообще тоже практик, и вы вместе практикуете. Вот с ним договор у вас будет, и это приведет вас к благополучию. Здесь открытие ваших талантов, либо же вас выведет какой-то человек на ваш путь предназначения, к вашим надеждам. Программы по подселенцам, да, есть. Есть. По поводу обнуления ничего говорить не буду, но с помощью вот этого деструктива вас выводят на благополучие, если вы все еще сомневаетесь, переживаете, боитесь. Здесь эта ситуация, которая у вас сложилась, открывает у вас, в вас ваш дар. Да, потери есть. Здесь ситуация, где нужно быть выносливым, проявить свою выносливость. Также это пятерка пентаклей. И духовная, и материальная. Короче, бомж. Понимаете, бомж. Вот в некоем роде это карта бомжа, давайте говорить так. Здесь есть определенные моменты, где вы скованы обстоятельствами. Те, кто вас хотят предать, они будут разочарованы. Если кто вас уже предал, они разочарование потерпят. Вы
Знаете, можете проиграть битву, но выиграть в итоге войну, поэтому не отчаивайтесь. Так, идет это Таро, значит, ну давайте в таком режиме и буду идти, раз идет мне, что это надо взять. Давайте, что по оккультному Таро. Тоже интересно на нем смотреть такие. Смотрите, здесь защита у вас есть определенного рода. И здесь именно защита, которая поразит вашего именно недоброжелателя и именно мужчину. Слушайте, вот четко показывает. Причем он может заболеть, знаете, там нарывы, что-то в этом роде, вот такое вот, гноения какие-то. Ну, вы в себе еще можете телепортацию прокачивать. По менталу работаете, сможете переноситься в то место, только большой, ну, так сказать, просьба к вам, первый вариант. Почитайте, ознакомьтесь, вникните в это, потому что вы там можете поставлять своих фантомов, и через них потом на вас смогут влиять. То есть, куда ушли, возвращайтесь обратно. Не оставляйте за собой следов в пространстве. Слушайте, ну здесь четко показывает, понимаете, идет открытие определенных способностей, и в итоге это вас выводит на благополучие, на достаток. У вас какая-то будет идея, где вы понимаете, вот, знаете, как вот из области алхимии, металл превратится в золото, а вода в вино. Это про вас. И через этого короля. Даже если это вам сейчас, вы понимаете, что это деструктивная личность, в итоге эта ситуация для вас во благо. Понимаете? Вы здесь, понимаете, вы в себе как сокровище откроете, сокровище в этом мире, сокровище в пространстве. Вы себя откроете, ребят. И знаете, тут сила, конечно, такая интересная вам. И вторая звезда. Ну, давайте озвучу, не знаю, только чтобы некоторые из вас заранее не загордились и не просрали вот этот шанс. Если кто... По какой причине? Вы здесь изучением занимаетесь. С огнем работаете, ритуалику проводите. С огнем, со свечами это однозначно. Костры туда же самое. Философия, там, может, хиромантией занимались, астрологией. Логика хорошо, по менталу работаете неплохо. Шестая чакра тоже, пятая. Пятая чакра, горловая, тоже неплохо у вас. То есть, ну, языком неплохо умеете говорить. Люди прислушиваются. Но смотрите, будьте аккуратны, здесь такая ситуация. Опять же таки, не буду далеко рыть. Если что, пожалуйста, кого это заинтересует, на индивидуальном раскладе все можно это прокопать более детальнее. Смотрите, в чем предупреждение, да? Есть определенный момент. При ваших ритуалах вы забираете фамильяров от других людей к себе, помощников, духов-помощников. Но будьте бдительны, если делаете несанкционированно это, получите по голове. Если делаете просто чистку обрат, да, и защиты себе ставите, и к вам приходят эти помощники, значит все хорошо. Значит, так и должно быть для баланса во Вселенной. Но если же сами специально это творите, то, ну, а-та-та будет. Так, ну и давайте-ка по оракулу теней, что нам скажут интересного по первому варианту. Что у вас, как этот портал, какие чудеса вам открывает вообще?
Так, вы здесь из жертвы выходите в практика, который учится себя отстаивать, защищать магически. И да, здесь люди, которые идут к целительству. То есть для начала исцелите себя, а потом сможете исцелять и других. Основной посыл по предварительным картам, да, по подготовке вы видели. Здесь идет изучение, обучение, понимание этого мира, этого пространства, самого себя и вообще как все на самом деле здесь в этом мире устроено. Так что вот так вот первый вариант у вас. Значит так, что вам еще идет? Будет отдельный расклад по как вам что делать к Йолю, да, к чему готовиться. Но здесь, на местах силы, где вы будете, во-первых, уже хорошие дары принести, это раз. Во-вторых, что-то вы по ритуалу должны сделать через круг. Круг, понимаете, круг. Обойти. Поставить свечами, я не знаю, что хотите, там вам подскажут, что вы должны сделать, именно круг, должны дать круг где-то, понимаете? И через это исцелитесь неплохо. Так что вот так вот первый вариант. Что открывает вам портал? Так, я вот те, которые использовала, я, наверное, уже не буду тогда их брать. Посмотрим. Вот что-то мне так захотелось в этот раз. Вот. Я вас благодарю за просмотр, голубые камушки. Оставляйте вашу обратную связь. Очень будет интересно мне почитать ваши истории. У кого есть желание, пишите мне в личку. Я как бы тоже все читаю. И, по возможности, кому отвечаю. Если кому не отвечаю сразу, уж извините, бывает, сами понимаете, что работ и дел действительно перед праздниками, уж извините, чрезмерно дофига. Поэтому по возможности стараюсь дать обратную связь каждому. Вот. Ну и добра вам этого мира. Пока-пока. Итак, ребятки, второй вариант. Белые камушки. Я приветствую вас. Давайте-ка поглядим, что же у вас за чудеса открывает портал 1212. Сегодня расклад экспресс. О боги. Ну, прошу прощения, времени вот как-то не хватать. Не хватать, ребят. Вы уж извините. Вот нашла буквально полчасика. Надеюсь, я втиснусь для всех вариантов. Так. Ну, положительное впечатление, это хорошо. Что здесь за хитрец-то эдакий? Смотри, карты вываливаются. Так, второй вариант. Кто сюда притянулся из интересных вибраций? Ребята, вы могли манипулировать, вы могли использовать других, и вроде как бы по справедливости, как вы считаете. Но тут у вас идет переход, и переход в борьбу. А коль у вас такой переход, значит где-то вы начудовеяли. Сейчас будем уточнять.
Здесь у вас еще идет альянс с каким-то человеком, возможно, не ночудовели. Это для одного варианта, понимаете? Короче, я подстраховалась на всякий случай, да? А теперь для нормальных трактовки. Глядите, вы здесь, возможно, с кем-то вступите в альянс для того, чтобы вместе противостоять деструктивным программам. То есть, ну, кто одинок из практиков, те найдут свой круг общения людей. И тут как бы отстаивание справедливости. Еще такой вариант идет, да. И здесь кто-то из вас любой ценой вообще хочет отстоять свое. И это свое вы готовы доказывать через суды даже. Даже таким образом, ребят. Ну, раз решили, значит так надо. Значит, надо пройти этот период, где вы будете учиться тактике боя. Давайте, если хотите, вот так вот. Какой-то свой урок тоже вы будете проходить. Сейчас посмотрим, что Таро Веретника вам скажет. На первый вариант 6 карт выпало, значит и вам 6. Слушайте, второй вариант вообще ни в дугу, ни в Красную Армию. Влияние деструктивное на вас валят полным ходом. Психику вам переламывают. Вы под мороками. У вас идет плюс еще сломление воли. Хотят чужие проблемы на вас накинуть. Причем это идет по справедливости. У вас разочарование. И у вас духовность, ну, просто в ноля. Если вы понимаете, что это не про вас, значит, ну, не перегружайте свою психику, будьте так любезны. Это просто не ваш вариант. Перезагадайте, либо же, ну... Либо же сегодня как-то не ваш день. Мне здесь, понимаете, альянс-то альянс. Может, вы и будете что-то отстаивать, да, с кем-то. И здесь основополагающая этой всей кутерьмы вы разочарованы. Я понимаю, что вы разочарованы. Я понимаю, что вы подавлены, но у вас духовность в ноля, понимаете? Ее прокачиваете, иначе замкнут и по здоровью еще бабахнет сверху вам. То есть здесь аккуратно второй вариант. Если вы в такой ситуации, вы сейчас очень подвержены деструктивным программам. В борьбе за справедливость подумайте, а что вы отстаиваете. Возможно, в этой ситуации вам лучше аккумулировать свои силы в эту духовность, в себя, в свой покой и как-то то ли равноценно распределять, то ли поменьше, пожалуйста, нервов на всю эту белиберду тратьте, там, на эти суды, да, если у вас идут. И еще такой момент. Займитесь, ну, чисткой собратом и защитами своими. То есть, ну, очищайте себя. Покатайтесь на место силы, понимаете? Ну, хотя бы это. Начните поднимать свои вибрации. Да, есть время, когда нужно побороться. Но, понимаете, бороться тоже с умом надо, а не на эмоциях. Ребят, возле вас стоит определенный дух-помощник, ваш фамильяр, который вас направляет, он показывает, где вам найти вам необходимое, ну, давайте скажем так, сокровище. Человек, который на вас влияет, на вас свои проблемы хотел повесить, он немножечко разочарован.
И знаете, как подвлюбился в вас, что ли. Но еще момент, все равно на вашего вот этого помощника за счет деструктива, понимаете, этот деструктив как будто бы его ослабляет. И у вас защита ослабевает. Второй вариант, поэтому будьте бдительны. Здесь, да, такой не слишком благоприятный, скажем так, сюжет. Но это тоже определенный период жизни. И вам его нужно пройти. Вопрос только в том, как вы это сделаете. Давайте посмотрим, что тут на оракуле теней. Новости от вашего духа-помощника будут, ребята. Новости ожидайте. Что-то вам род подсказывать будет. Свечная магия вам в помощь. Здесь кармически проходите урок на уверенность. Здесь люди должны научиться себя отстаивать, себя любить и знать себе цену. Вот эта ситуация, которая у вас возникла в жизни, да, вот по судам, возможно, то, о чем я говорила, либо противостояние с кем-то, это всего лишь из-за того, что вы перестали ценить себя. Понимаете? И этот человек просто, извиняюсь за выражение, офигел, да? И вы не святой одуванчик, если уже вот такое вот создание, как ваш недоброжелатель, было притянуто в ваше пространство. Если вы увидели аленький цветочек в куче говна, потому что он классно на уши присел, это тоже уже ваши проблемы, вы учитесь, вас обучают таким образом. Да, жестко, а что поделать, кому в наше время легко? Да никому. Даже президенты нервничают, не так ли? Так что, еще секунду. Отпускайте старое, свечами поработайте, пожалуйста. Отпускайте старое, вам еще ваш род, поможет в этой ситуации, подсказки вам даст какие-то определенные. Итак, второй вариант. Благодарю вас также за просмотр. Оставляйте, пожалуйста, обратную связь, как вам будет там удобно, комментарии, либо в личку что-то начиркаете мне. Черкнете, да? Это как-то некультурно, некрасиво звучит, начиркаете. Либо же лайки, дизлайки, подписывайтесь, и тому подобное. И по второму варианту я вам желаю добра этого мира и желаю вам не сдаваться. Все у вас получится. Просто у вас сейчас такой период, когда вы должны это пройти. И здесь, знаете, основное вообще какое чудо для вас в этот период. Вы уловите связь со своим родом, со своими защитниками, духами-помощниками и фамильярами. Вы знаете, вы как ухватитесь за эту ниточку и потом потянете и выйдете к свету. Но на это нужно будет время. Не все быстро, конечно, но это не безнадега. Запомните. И да, период борьбы – это то, что нужно пройти каждому из нас, научиться отстаивать себя и давать на всех уровнях отпор своим недоброжелателям. Как-то так, второй вариант. Пока-пока. Итак, третий вариант. Чего же там вам подготовил портал 1212? Что же за чудеса вас ожидают? Вот как они вас ожидают. Видали? Карты сразу вываливаются. Эх. Ладно, выпали так, значит так. Ладненько. В лучшем случае... Ладно, давайте сейчас всю картину посмотрю, потому как сейчас тут может быть вариантов уймище просто. Вот оно и выпало у нас само. Даже 4 карты, да? 3 десятки. 3 десятки, господа.
Это очень интересно. Новые известия, новые обстоятельства. По колесе фортуны не просрите свой шанс. Возможно, будете где-то в дорогах, возможно, вплоть до того, что будете подниматься в гору. Это раз. Самый худший вариант здесь есть деструктивщина, которая перекрывает ваш фарт, и вам приходится очень тяжело двигаться к своим целям, к своим планам, даже к своему роду. В лучшем варианте я хотела бы вам сказать, что деструктивная программа завершается, проворот колеса фортуны. И да, с определенными обязанностями вы выходите на свой путь. Здесь и так проигрывается. Если брать не в потоке, а стандартное значение карт, вы просрали какой-то шанс. Но это из-за того, что на вас был наведен деструктив. Но третий вариант, возможно, на вас идут хорошие защиты, и мне показывают тот сюжет, который вам пытались навязать ваши недоброжелатели. Понимаете? Вот с помощью деструктивных черномагических программ. И я это вижу, а у вас на самом деле этого нет. Значит, для вас лучший вариант. Деструктив оканчивается, полностью завершена какая-то родовая программа, отрезано все. Проворот колеса, да, с обязанностями, да, с тяжестью, ребят, но вы знаете, вот, ну, в правильном направлении вы движетесь, вы как вот успеете ухватить эту фортуну. Ох, третий вариант, тут забористо, забористо. Развод. Все три варианта и вопросы по суду идут, хоть убейте, вот информация идет, вот суд. Конечно, это может быть и высший суд, не обязательно, что вы в судебных склоках находитесь, учтите это. Но здесь тоже вопросы с каким-то, ну, ситуациями из прошлого. Тут человек вас научил быть королевой мечей, королева, которая отстаивает свои границы. Мальчики, на себя переворачивайте. Вы научились отстаивать себя, а не быть фюфлей. А там человек вас, как знаете, вот провоцировал, знаете, как в клубок змей вас затаскивал. Вот что-то такое идет мне. И вы как бы выходите из этого. Но здесь вот, понимаете, я не скажу, что здесь полный трындец. Вот я больше склоняюсь к тому, что на вас есть программа отзеркаливания. То есть ваши недоброжелатели думают, что все, ну, запущено, и даже карты показывают, возможно, вы ни одного таролога глядели, и вам показывают трындец, а вы понимаете, что, ну, как бы, да выкусите у меня все, окейушки. Значит, это так работают ваши защиты. И вы здесь идете, понимаете, да, с обязанностями, да, тяжело, да, вы только там не совсем в начале, но вы знаете, куда вы идете, ко всему новому. Вот. Что здесь у нас переворачивается? Наставник. Вы наставник или вас наставляют? Вы наставник со своей властью, с даром. Ну, вы тут навешали уже нормально вашим недоброжелателям защиты в отличном у вас состоянии. Вы что, такие карты? Ух ты, блин, такие... Ага, в чем тяжесть, ребят? Какие-то проработки с договорами с темными, либо что-то в этом роде. А что там за лицемерие, мать его, через ваш рот идет? Я не могу понять. Свершение. Известие вам какое-то от рода будет. За снами следите, за подсказками, за птицами, я не знаю. Ну, то есть... Если просто гулька к вам подошла и урлы-урлы делает, да, так ласково, ну, значит, что-то хорошее будет. Ну, я как пример вам говорю, это из области сейчас поржать. А если на вас летит стая ворон, и они явно хотят, ну, просто обосрать вас все, значит, что-то вам
Знаете, хотелось бы сразу вам сказать, будьте внимательны с договорами, с вашими фамильярами, с темными из рода, с кем вы договариваетесь и о чем. Но показывает, что вы о лицемерии узнаете новости, о тех, кто вас предал, скорее всего, что-то оттуда к вам придет. Да, здесь вы отомщены, здесь люди прокачанные. Да, здесь на вас напускают эту фигню, чтобы карты считывали эту инфу как... Короче, ваши недоброжелатели видят вот этот вот трындец, понимаете, десятка мечей, от вас фортуна отвернулась, вам, мать вашу, как тяжело, но вы там стараетесь, барахтаетесь, а по факту, ребята, вы имеете всех, ну... Не в широкое дупло. Уж не знаю, почему мне эта фраза идет. И белки на ум пришли. Ну, уж извините. Да, конечно, это гадко звучит. Но здесь вы их имеете, понимаете? Я не могу сказать по-другому. Вы просто их поимели. Ну, правильно, красиво, шикарно. Что, отлично. Какое-то вы приняли решение, либо примете со дня на день. И решение это... Из-за подсказок вашего рода вам идет. Вам как род подскажет, куда двигаться дальше. Вы от чего-то будете отрекаться. Просто возьмете вот так вот и перережете, как ножницами. В новую жизнь идете. Вы чему-то будете обучаться, на этом пути вас ждет удача. Давайте так, вкратце. Там еще по вашим недоброжелателям мне показали, но вам, в принципе, на это... Не обращайте внимания, прите только вперед, вперед, вперед и вперед. Здесь вообще третий вариант. Ну, класс. Здесь просто классно все, четко. Давайте поглядим, что у вас там. Ну да, ваших недоброжелателей просто разрывают темные. Вот они вызывают темных, да, вам деструктив сделать. Так вот, выходят ваши, или ваш род подзывает определенного ранга демонов, и те просто, ну, уничтожают. Вплоть до того, что ваши недоброжелатели могут в аварию попасть. То есть с кровопотерями что-то может быть связано. И здесь люди к вам тянутся, здесь фортуна на вашей стороне. Ох, мороки, видите, на эту колоду, значит, подействовало это. На меня не подействовало, ну ладно. И здесь у вас будет, глядите, вы тут под защитой, у вас все по фортуне классно шпарит, власть вы получаете, у вас симпатия людей к вам идет, это раз, их расположение, плюс продвижение, плюс получение должности, какого-то чина. Помните, я говорила, обучаться чему-то будете, это вам в плюс. И здесь и темные, ну и светлые вам по справедливости содействуют, они с вами, ну... Они с вами, короче, как бы, ну, на волне идут. Слушайте, 3 карты, 3 старших аркана из этой колоды. Здесь тоже вы с огнем работаете, классно, у вас магия огня идет. Здесь еще с душами, которые во грехе умирают, вы их высекаете. Вы их уничтожаете. Так, это те души, которых призывают делать деструктив, воплощать деструктив в вашей жизни через магию. Поняли? И вы их просто высекаете и, видимо, по огню, ну, отправляете во свояси, короче говоря. Ох, как интересно. Третий вариант. Короче, те, кто против вас выходят, особенно якобы магуи, у них есть определенные дары, определенные фишки, которые они ныкают. Так вам, вот вам открываются их секреты. Прям вселенная такая смотрит. Ага, ты на него попер? Так, это мы тебе дали, это мы забираем на тебе. То есть вам отдают. Ну, значит, так надо. Значит, вы этого достойны, вы заслужили. И... по справедливости, что, смотрите,
Колесница, справедливость, иерофант. О чем здесь еще говорить? Вот из этой колоды 3 старших аркана, ребята. Здесь люди, прокачавшие себя, и здесь люди, у которых, которые с детства знали, что они не такие, как все, и тому была куча подтверждений на вашем жизненном пути. Да, пытаются вам депрессуху сделать, а вы такие, ну вы поняли меня, что я хотела бы показать, а вы такие, а фиг вам, вы прете к своей цели, к своей удаче, на своей интуиции. Короче, здесь маги, практики, ведьмаки, а вы радуетесь. Вам хотят деньги забрать. То есть, ну, крадники вам цепляют, а вы радуетесь. И пока вы это делаете, получается, к вам прибывают деньги, а убывают от ваших недоброжелателей. Вам хотят депрессуху нагнать, получают по голове, а вы радуетесь. Понимаете? А ваш дар только еще больше обороты набирает. Вы, вот здесь люди, которые в пространстве несутся. Вы можете как черепаха ползать из одной комнаты в другую, но на ментале, и именно вот в пространстве, вы на очень высоких скоростях мчитесь. Вы просто в потоке этой планеты, если хотите, перед таким праздником и в такие порталы вы прям, ну, в центре и гуще событий. Не каждый еще за вами и поспеет. Вот так вот третий вариант для вас. Было такое вот прорицание сегодня. Третий вариант, конечно, отожгли, как всегда, у нас. Благодарю вас за просмотр. Оставляйте, пожалуйста, вашу обратную связь. Для меня это очень важно, интересно почитать ваши истории. И очень благодарна вам за то, что за ваше доверие, да, за то, что вы делитесь своими историями, как бы ко мне лично обращаетесь и доверяете. Вот это главное. Прежде чем кому-то обратиться за помощью, тем более к практику, почувствуйте, доверяете ли вы человеку, и доверяете, все окей. Не доверяете, значит не идите туда, куда не доверяете. Вот так вот третий вариант. Добра вам этого мира и пока-пока.